Мы совсем недавно отпраздновали Новый год, поели оливье, селедку под шубой, но вы не расслабляйтесь, теперь настало время праздновать корейский Новый год. И поэтому мы сегодня приготовим блюдо, без которого не обходится этот праздник. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, во многих странах Азии принято праздновать Новый год по лунному календарю, и Корея не является исключением. Везде он называется по-разному, но в Корее его принято называть Солваль. И, кстати, в 2023 году он выпал на 22 января. Солваль обычно празднуется 3 дня и, как правило, в кругу семьи, обязательно с родителями, дедушками, бабушками. Ну и, конечно же, в корейской кухне есть блюдо, которое принято готовить на Новый год. И это блюдо – суп из рисовых клеток токгук. Готовится он легко на основе бульона из сушеных анчоусов, либо на говяжьем бульоне, но обязательный ингредиент – это рисовые клетки, которые вы все знаете как токпоки. В общем, устраивайтесь поудобнее, сегодня я вам покажу рецепт этого блюда. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Можете поставить видео на паузу, сделать скриншот и идти в магазин. Также этот список вы сможете найти в описании под видео. Там же есть и ссылочки на мои социальные сети. Готовим на 4 порции. Итак, первым делом ставим готовиться бульон. В глубокую кастрюлю кладем говядину, я взял на кости и вымочил мясо в холодной воде 2 часа, чтобы бульон в последующем был чище. Далее кладем одну разрезанную пополам головку репчатого лука. Обязательно добавляем чеснок, я положил 10 зубчиков. Далее зеленый лук. И если есть у вас, то добавьте небольшой лист водорослей дашима или миёк. Так бульон получится вкуснее и насыщеннее. Теперь заливаем все 2-3 литрами воды и включаем плиту. Как только вода начнет закипать, снимите пенку, если она образовывается. Ну а далее накройте крышкой и на медленном огне варите 1 час. Следующим шагом, пока варится бульон, подготовим остальные ингредиенты. Первым делом займемся яйцами. Нам нужно отделить желтки от белка. Впоследствии мы будем жарить из них блины. Вообще можно этого не делать, но так получатся более красивые блины. Белые и ярко-желтые. Взбиваем белки и желтки. Теперь разогреваем сковороду. Добавляем немного растительного масла. И теперь вливаем взбитый белок. Аккуратно формируем блин. Жарим секунд 40 и потом аккуратно переворачиваем. Еще 20-30 секунд и все. Желтки более густые, поэтому, скорее всего, идеальной формы блина у вас не получится. Но ничего страшного. Жарим так же недолго, как и белок. Теперь выкладываем эти блины на доску. Неровные края я обычно обрезаю, но не выкидываю. Остальную часть аккуратно закручиваю и режу тоненькой соломкой. Белок нарезаю точно так же. Таким образом у нас получилось 2 топпинга. Белый и желтый. Также нам надо мелко нашинковать зеленый лук. Его тоже будем добавлять в качестве топпинга. Токпоки нам нужно высыпать в глубокую миску, залить холодной водой ненадолго. Потом перед добавлением в бульон мы сольем эту воду. Друзья, обычно для этого супа берут рисовые клетки в форме плоских овальчиков, но у меня были только в форме палочек, поэтому именно их я и добавлю в суп. Это не принципиальный момент, на вкус это никак не повлияет. Токпоки лучше брать готовые, они продаются на маркетплейсах, на Wildberries они точно есть, я сам лично видел, сам даже пару раз заказывал. Также вы их можете купить на рынке у корейцев, либо у китайцев. Ну а если вы хотите сами их приготовить, то на канале уже есть рецепт токпоки, ссылочку на него я оставлю в описании. Тем временем прошел час. Достаем говядину, ей надо дать немного остыть, а потом аккуратно руками ее нужно разделить на волокна. Если не хотите возиться руками, то просто нарежьте мясо тоненькой соломкой. Это тоже будет потом топпингом. Возвращаемся к бульону. Нам нужно все из него достать. Все овощи отдали свой вкус. Аккуратно шумовкой достаем их, больше они нам не понадобятся. Теперь добавляем воды.
Добавляем 2 столовые ложки соевого соуса. Солим по вкусу. Я добавил половину столовой ложки соли. И как только бульон снова начнет бурлить, кладем в него токпоки. Варим примерно 5 минут. Выключаем плиту и теперь давайте подготовим наш суп к подаче на стол. Итак, в глубокую тарелку наливаем суп с клетками. Теперь сверху будем добавлять топпинги. Сначала кладем говядину, далее соломку из жареного белка и желтка, ну и зеленый лук. Подавайте на стол в горячем виде вместе с другими корейскими закусками. Приятного аппетита! Несмотря на кажущуюся простоту, этот суп очень легкий и приятный на вкус, но при этом сытный. Обязательно попробуйте его приготовить. Его не обязательно, кстати, есть только на Новый год. И я уверен, он придется по вкусу многим, особенно тем, кому нельзя острое. Также хочу напомнить вам, друзья, что у меня есть странички в ВК, Телеграм и Яндекс.Дзен, куда я тоже регулярно выкладываю уникальный контент, которого нет на YouTube канале. Нас там уже набралось достаточно большое и дружное сообщество, поэтому давайте присоединяйтесь к нам. Ну и, конечно же, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, ну и в комментариях напишите, как вам суп. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока.